Сейчас время 5 утра, и мы вылетаем в этот раз с аэропорта Ла-Гвардия. Это наш первый вылет с этого аэропорта. Находится он в Квинсе, и, что очень удобно, буквально в 15 минутах от нашего дома. Мы уже прошли регистрацию, очень быстро прошли досмотр. Здесь какие-то у них новые эти штуки, машины, которые досматривают пассажиров. Следующий у нас пункт — это Майами. В этот раз у нас будет более, можно сказать, экстремальный такой вид отдыха, не как обычно на бассейне или там в отеле. То есть программа будет более насыщенной. Увидимся уже в Майами. Мы уже приземлились в Майами в 10 утра, и мы от аэропорта доехали на специальном поезде, который везет от аэропорта до Car Rental центра. Очень много компаний, предоставляющих аренду машины, и вот наш авиз. Пришлось нам все-таки у нескольких сотрудников аэропорта спросить, где мы должны найти наш авиз. Там в целом не заблудишься. То есть, когда ты дошел до этого пункта в аэропорте Майами, который называется как-то MIA, тебя уже везет монорейс. Это одна станция, которая едет только до Car Rental центра. То есть там не ошибешься с остановкой и доедешь раз сюда. Поездка там занимает около 10 минут. В Майами жарко, сегодня 28 градусов. По сравнению с Нью-Йорком, конечно, где сегодня 0. Очень тепло. И сейчас мы на парковке Ависа. Нам нужно найти наш паркинг-лот, чтобы взять машину. В этот раз было интересно. Максима первый раз было оповещение, что типа вы можете за полчаса до старта вашей брони, вы можете бесконтактно просто взять машину, сканировать QR-код, и вы уже сможете получить доступ. То есть можно даже не общаться с менеджером, забрать машину и поехать. Мы бронировали вот такой седан Toyota Corolla, и она вышла на 6 дней $300. Бронировали мы, наверное, месяц назад. Первая локация, мы сейчас поедем в Форт Лодердейл. Это город рядом расположенный с Майами. Там хочу посмотреть на статую девушки, наверное, вы видели в Инстаграме, много фотографий красивых с ней. В прошлый раз тоже хотели мы съездить, но не получилось, поэтому сейчас, когда уже есть машина, мы никуда не торопимся. Вот решили первым делом съездить туда, потому что самая дальняя точка от той локации, где мы будем жить. Вот этот район, видно кусочек статуи. Здание называется Лас Олас. Она была создана художником Дэниелом Поппером как символ непростого 2020 года, и с английского переводится как «расцветание», название статуи. Возвращаемся с форта Лодердейла. И сейчас едем на маяк. Он называется маяк мыса Флорида. Находится южнее Майами-Бич. И это наша такая предпоследняя точка перед нашей уже последней локацией, где мы будем жить следующие 5 дней. Южный мыс Флориды. Чтобы заехать на эту территорию, нужно заплатить $8 с одного автомобиля. Здесь вот такая очень красивая территория. Еще не проснулись пораньше, чтобы встретить рассвет. Вчера я уже не стала снимать наш кемпинг и как здесь все устроено. Сейчас находимся на Ки-Весте. И сейчас, когда совсем расцветет, я уже сниму более подробно о том, как мы будем жить в ближайшие 5 дней, где это находится, как здесь все устроено. А пока мы наслаждаемся вот таким рассветом.
Немножко поснимаю нашу эрию. Вообще мы находимся сейчас на Сток-Айленде. Это практически последний остров перед самим Ки-Вестом. Ки-Вест — это самая южная часть штатов. Сегодня мы тоже туда поедем, это буквально в 15 минутах на машине. А мы находимся сейчас на Сток-Айленде. Вот это место, где мы будем жить в ближайшие 5 дней, называется Boyd's Campground. Оно находится прям с таким выходом к океану. И они предоставляют место для кемпингов. То есть здесь можно остановиться вот так просто в палатке, приехав на велосипедах. Можно на машине, можно приехать на вэне вот таком. Путь до этого места пролегает по такой длинной дороге, которая с двух сторон окружена океаном. И заняла она у нас где-то 4,5 часа. Но так как уже было темно, и такие трассы, они не подсвечиваются, в принципе, там не видно было ни океана, ничего, я особенно не снимала дорогу. У каждого места есть вот такой вот блок. К нему вы можете свои провода подключить, как наши соседи, или просто туда вставить там зарядку для телефона или для электробайка и заряжать его. Такой гриль. Сюда нужно покупать отдельно угли. Расскажу немножко про палатку. Вообще нам не свойственен такой тип отдыха, когда ты куда-то едешь прям с палатками, с спальниками. Но в этот раз мы решили разнообразить отдых, и мы перли с Нью-Йорка палатку, спальник на 2 человек, специальную подложку под спальник, чтобы не спать на земле. То есть это была такая не пенка, а надувной матрас, не очень высокий, но он нам достаточно комфортную сделал подложку под спальник, было удобно спать. Такая у нас маленькая, но достаточно удобная палатка. Там мы спали сегодня, с 2 сторон она открывается вот там, и тут сетка. Максим ее сейчас еще привязал на всякий случай, чтобы она не улетела, пока нас не будет. На территории есть вот такие домики, здесь получается несколько душевых, мужской, женский туалет. Вот это душевые, тут уже моется. И здесь вот dishwashing only, можно помыть посуду, есть какие-то средства. И таких несколько на территории, то есть если там рядом с вами он занят, можно спокойно использовать соседний. Так, сейчас немножко расскажу и подробнее покажу наш кемпинг. Территория достаточно большая, и насколько я поняла, что стоимость места здесь зависит все-таки от нескольких факторов. Прежде всего от количества людей, от вашего транспорта, то есть это может быть вот такой вот трейлер, или просто седан, или какой-то внедорожник чуть больше, то есть, или, например, вообще приехали на велосипедах. От этого зависит будет стоимость. Плюс еще момент такой, что здесь очень многие приезжают с животными, с несколькими собаками. Это также повышает стоимость. Самый дешевый вариант — это просто площадка без какого-либо электричества или доступа к воде. Просто место, где вы приезжаете, останавливаетесь, у вас там только столик и барбекю. В нашем случае мы бронировали площадку с доступом к воде и к электричеству. Это стоило в один день $120. Wi-Fi здесь везде включен в стоимость, и он достаточно хороший, то есть можно выгружать фотографии, видео, смотреть любые новости, он прогружается. Сейчас мы с Максимом вообще ищем бассейн, потому что на территории комплекса должен быть бассейн. Здесь очень много живности, очень много птиц, помимо петухов, которые орут всю ночь. На фотографиях локации очень много игуан. Вот так выглядит зона при въезде. Вот registration parking. Мы вчера здесь останавливались. И вот главное здание. С той стороны постирочная лаундри, административный центр. И мы сейчас идем на бассейн. Так называется этот лагерь. Boyd's Campground. Единственный, наверное, минус в том, что когда бронируете, не совсем удобно, потому что на сайте нет возможности написать имейл, там расспросить какие-то дополнительные вопросы, и нет возможности заполнить какую-то форму автоматическую, да, в которой вы там забиваете даты, смотрите доступность и так далее. То есть здесь вариант единственной брони — это нужно звонить. Звонить, спрашивать, есть ли свободные места на ваши даты, какой вы хотите кемпинг, какой у вас будет транспорт, и оплачивать тоже по телефону. При бронировании вы называете данные своей кредитной карты, и с вас снимается около 30% депозита.
Мы нашли вот такой fish station. Прикольно, здесь такие как разделочные доски. То есть ты поймал рыбу, вот съездил, разделал ее, почистил. Виды рыб, которые здесь есть. Классно. Еще мы наконец-то с Максимом нашли свою аудиторию, потому что здесь практически 90% это люди в возрасте, пенсионеры, скорее всего. Так тихо, спокойно, умиротворенно, при этом видно, что они насыщают прям каждый свой день. У многих здесь велосипеды, каноэ, удочки. Они все почти с собаками, то есть рано утром мы, когда сегодня встали на рассвет, уже многие из них катались на велосипеде, чем-то занимались, выгуливали собак. То есть вот такой вот отдых мне очень нравится. И видно, что люди даже на пенсии в Америке очень активные, ездят, путешествуют, живут полной жизнью. Ну и видно, что люди здесь, конечно, приезжают не на 3 дня, наверное, на несколько недель. То есть у них здесь полностью оборудованный трейлер, всякие холодильники, отдельно они везут с собой свой гриль, какие-то штуки для снорклинга. Сейчас мы выезжаем на Ки-Вест, 20 минут. Мы приехали на самую южную часть Ки-Веста. Позади меня там стоит такой буёк. И он считается одним из главных символов Ки-Веста. И именно тут находится самая южная точка. И обычно там большая очередь сфотографироваться. Сейчас мы тоже это сделаем. Но сейчас еще утро, рано, еще нет 9, поэтому не так много людей. Историческое здание. Здесь написано, что в этом доме жили муж и жена, которые были представителями 2 самых богатых семей Ки-Веста, которые как бы сформировали его благополучие, строили несколько домов для всех своих родственников и работали как бы для процветания Ки-Веста. И этот дом был включен в реестр именно исторических зданий Ки-Веста. Мы нашли пляж, на котором была ведущая «Орла и решки». Если вы посмотрите их выпуск про Ки-Вест, она как раз здесь отдыхала, прям рядышком с этим буйком, самой южной точкой. В самом Ки-Весте, когда мы смотрели еще отели, даже вот в такого плана мотелях номера в среднем стоят около $200. То есть дешевле вы вряд ли что-то найдете. Соответственно, если это уже какой-то отель со звездами, то это может быть все 400. Считается, что только в Америке есть собственный остров для куриц и петухов. И это именно Ки-Вест. То есть здесь они уже много-много десятков лет просто сами собой живут. То есть они никому не принадлежат, живут тут как животные острова. Их подкармливают туристы, местные жители. Никто не имеет права их трогать. Остров куриной свободы. Мы приехали в парк, он называется Truman Waterfront. Приехали на закат на одну из самых оживленных улиц Ки-Веста, или набережную. И здесь прям куча музыкантов уличных. Какой-то чувак показывает фокус, очень много людей.
сегодня будет вечер барбекю. Единственный минус, конечно, что вот на наших местах и параллельно нашим нет разделения между столиками. То есть ты как-то очень близко к соседу, это не всегда комфортно. Сегодня у нас была не очень хорошая погода, был сильный ветер всю ночь, но у нас днем запланирована поездка на другой остров, который также находится на вот этой косе. Мы приехали на другой остров, называется он Исламорада. Но если быть точным, это не название острова, а название этого местечка на острове. И здесь находится очень популярный ресторан, он называется Робис, так называется Робис оф Исламорада. Ресторан находится на побережье, и к нему каждый день приплывают около 100 рыб, огромные такие рыбы, они называются тарпоны. Поэтому место, собственно, популярно тем, что туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы покормить их. Пока мы ехали, уже распогодилось, но все-таки очень ветрено, и из-за ветра прохладно. Ну, может быть, мы все-таки сможем сегодня позагорать, но пока мы идем к ресторанчику, будем кормить тарпонов. То есть вот мы приехали с Ки-Веста, находится в 76 милях. То есть примерно посередине между Майами и Ки-Вестом находится вот это место Исламорада. Вот эти доллары оставляют туристы, то есть вот они подписывают их и оставляют. Вход на сам пирс, где кормить тарпонов, стоит $2,5. Сам корм, это рыба, маленькая рыбка, стоит одно ведро $5. О май гад! I didn't know that, thank you. Оказывается, короче, пеликаны могут напасть. Чтобы съесть вашу рыбу, нужно держать ведро высоко. В общем, главная проблема, что нужно прям туда наклониться и сильно-сильно руку туда к ним подвести. В общем, экспириенс такой, что непонятно, кого больше страшно. Рыбу или вот этих вот товарищей, которые просто тебя сзади обходят и спереди и просто пытаются тебя клюнуть. В целом достаточно взять по ведерку на каждого, получить эти эмоции. То есть люди очень быстро, в принципе, приходят, покормили их и идут или завтракать. Рядышком здесь эрия, где можно позавтракать. Да, да, найденные очки, склад. Также, чтобы не стоять в очереди, вот сзади меня уже очередь, лучше приезжать пораньше. Мы приехали где-то 9:30 или в 10, и практически никого не было. Мы, в общем, решили оставить тоже наш $1. Супер. Сейчас, пока я нашла более-менее безветренное место, расскажу про историю создания ресторана Робби. Это легенда и история его создания тянется еще с начала 80-х. Говорится о том, что Робби был рыбаком, и однажды, когда он рыбачил, он нашел маленького тарпона на мелководье и пытался его закинуть в глубину, чтобы спасти, но потом увидел, что у него что-то с головой, половина головы была разбита, и он решил спасти рыбу, поместить ее в домашний аквариум, который у него уже на тот момент был. И каким-то образом он привлек там людей, они сделали такую как мини-операцию этому тарпону. И в итоге полгода он у них жил, они его кормили рыбой, как-то подкармливали какими-то лекарствами. И через полгода, когда он уже выздоровел полностью, они его отпустили в открытый океан. И потом они заметили, что постоянно он стал возвращаться вот к их ресторанчику, который на тот момент уже существовал. И с каждым разом он приводил все больше и больше рыб. И сейчас вот вокруг этого ресторана каждый день приплывает около 100 рыб, тарпонов, вот, которые вы видели. То есть рыбы они могут достигать до 2,5 метров, поэтому это и стало местом привлечения туристов, именно чтобы покормить тарпонов. Самое главное, когда вы уже опускаете рыбу, нужно всегда смотреть, потому что если не сориентироваться, они могут выпрыгивать до полуметра из воды,
с учетом, да, их массы. И у них достаточно большие челюсти и острые зубы, то есть они могут содрать пальцы или укусить сильно, что потом будет долго заживать. У меня так не случилось, слава богу, я даже, по-моему, ни одного из них в итоге не покормила, потому что было жутко страшно, я просто их кидала, рыбу, все. Еще один запрет на самом пирсе, оказывается, нельзя кормить пеликанов, потому что они и так наглые, лезут везде, чтобы забрать нашу рыбу. Но я вот когда сидела, не знаю, попало это на видео или нет, я сидела, кормила тарпана и услышала, что ко мне сзади подходит пеликан. Я жутко испугалась. Еще не было этой девушки, которая была с палкой, чтобы их отпугивать. И, в общем, от того, чтобы они от меня отвалили, я просто кинула эту рыбу. Они съели и улетели. И вот она мне сказала, что нет, так делать не надо, потому что они еще больше наглеют и еще больше вот эту рыбу начинают требовать. Мы доехали до Ки-Беста и решили, так как нет погоды, чтобы загорать, посетить исторический парк. Называется парк Закари. Вон люди плавают, не знаю, насколько комфортно сегодня. От ресторана Робби мы ехали чуть больше до Ки-Беста, то есть около 2 часов. И пока мы ехали, погода опять испортилась и стало вот так пасмурно, достаточно сильный ветер. Нужно будет оплатить фи, это $7 с одного автомобиля на весь день. То есть вы можете выезжать с территории парка, возвращаться обратно, показывать тот же чек.